Представьте себе существо, которое пережило динозавров и сохранилось в своем древнем виде до наших дней. Гигантская арапайма. Одна из самых крупных и загадочных пресноводных рыб на нашей планете. Арапайма – это древнее создание, ровесник динозавров, которое появилось на Земле около 135 миллионов лет назад. Сегодня эти гиганты обитают в бассейне реки Амазонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу. Кроме этого, арапайму искусственно переселили в водоемы Таиланда и Малайзии. Взрослые особи арапаймы могут достигать внушительных размеров – до 2,5 метров в длину и весить до 200 килограммов. Внешний вид этой рыбы буквально кричит о ее древнем происхождении. Обтекаемое тело, приплюснутая голова и мощная пасть, полная острых и длинных зубов. Одной из самых удивительных особенностей арапаймы является ее способность дышать атмосферным воздухом. Арапайма обладает специальным органом – лабиринтовым аппаратом, который позволяет ей использовать кислород из воздуха. Это особенно важно в условиях Амазонки, где вода часто содержит недостаточное количество кислорода. Благодаря этому арапайма может выживать в самых экстремальных условиях, включая пересыхающие водоемы и заболоченные участки. Еще одна уникальная черта арапаймы – ее чешуя. Она покрыта костными пластинами, которые служат отличной защитой от хищников. Чешуя арапаймы настолько прочна, что способна выдерживать укусы самых опасных обитателей Амазонки, таких как пираньи и кайманы. Эта броня делает арапайму практически неуязвимой в ее естественной среде обитания. Арапайма – хищник. И ее рацион состоит преимущественно из других рыб. Она охотится с невероятной скоростью и точностью, используя свою мощную пасть и острые зубы. Но арапайма также известна своим нестандартным подходом к охоте. Она часто выпрыгивает из воды, чтобы схватить птиц, сидящих на низко свисающих ветвях. Это зрелище впечатляет своей грациозностью и мощью, и редко кто может остаться равнодушным при виде такого прыжка. Размножение арапаймы также полно интересных нюансов. В брачный период самки откладывают икру в неглубоких ямах, которые они заранее выкапывают. Самцы затем оплодотворяют икру и охраняют ее, пока не вылупятся мальки. Это заботливое отношение к потомству – еще одна особенность, которая выделяет арапайму среди других рыб. После появления на свет мальки постоянно находятся возле самца. Возле глаз у самца имеются специальные железы, которые выделяют специальное белое вещество, которым питаются мальки. Кроме этого, вещество источает яркий аромат, удерживающий мальков рядом с самцом. Интересно, что молодые арапаймы начинают свою жизнь с яркой окраской, которая помогает им маскироваться среди водорослей и растительности. С возрастом их окраска становится более приглушенной, приобретая зеленые и бронзовые оттенки, что помогает взрослым особям сливаться с мутной водой Амазонки. Мальки быстро набирают в весе и растут, прибавляя ежемесячно до 5 сантиметров в длину и до 100 граммов в весе. Уже через неделю можно заметить, что мальки представляют хищников, так как самостоятельно начинают добывать для себя корм. На начальном этапе своего развития их рацион питания состоит из зоопланктона и мелких беспозвоночных. По мере роста молодые особи начинают гоняться за небольшой рыбкой и другими объектами пропитания животного происхождения. Родители в течение 3 месяцев продолжают наблюдать за своим потомством. По мнению ученых, этот факт связан с тем, что молодые особи за этот период не успевают понять, что они способны дышать атмосферным воздухом, и задача родителей заключается в том, чтобы научить их этой возможности. Арапайма играет важную роль в экосистеме мест своего обитания. Она контролирует популяции мелких рыб и водных беспозвоночных, поддерживая баланс в водной среде. Однако, как и многие другие виды, арапайма сталкивается с угрозами, вызванными человеческой деятельностью. Перелов, разрушение естественных мест обитаний и загрязнение водоемов представляют серьезную угрозу для этой уникальной рыбы. Кроме того, арапайма имеет огромное значение для местных сообществ. Она является важным источником пищи и дохода для многих рыболовов Амазонки. Традиционные методы ловли арапаймы позволяют местным жителям добывать рыбу, не нанося вреда популяции. Однако современные методы рыболовства и растущий спрос на арапайму как деликатесную рыбу создают дополнительные вызовы для ее сохранения. В заключении стоит сказать:
Гигантская арапайма — это не просто рыба, это живое свидетельство древних времен. Хищник, переживший миллионы лет в неизменном виде. И очень надеемся, что человечество сможет сохранить и лучше изучить этот уникальный вид. Друзья, кому нравится то, что мы делаем, можете поддержать нашу команду одноразовыми донатами по ссылке в описании или QR-коду на экране. И большое спасибо тем, кто уже это сделал, ведь выход роликов зависит напрямую от вашей поддержки.